Привет, народ! Сегодня с вами снова я, Евгений Пугач и Илья Левин. Но в этом видео я практически ничего говорить не буду. Илья скажет все, что он думает, а мы с вами будем говорить о выборах, которые у нас прошли, на которых победил правый блок. Илья, тебе сцена. Я хочу заметить только одну вещь. Когда ты говоришь, что я ничего говорить не буду, если бы ты еще выражение с лица снял, а то по лицу видно все, что ты хочешь сказать. Как Поэтому ты всегда. незримо, но присутствуешь. Здравствуйте, дорогие друзья. Я еще раз представлюсь. Меня зовут Илья Левин. Скажем так, многие меня называют общественным деятелем, но я предпочитаю говорить о себе, что я человек, который старается кому-то помочь. Если у меня это получается, я помогаю. Если не получается, значит, я ищу тех людей, которые могут мне помочь. Помочь, соответственно, кому-то. Поэтому сегодня мы будем говорить о том, как и с каким результатом в Израиле завершились прошедшие выборы. Выборы эти показали несколько очень неожиданных вещей. С одной стороны неожиданных, с другой стороны ожидаемых и классических. И первое, что я бы хотел сказать, это то, что эти выборы показали роль личности, роль лидера, который ведет тот либо иной блок к победе, и наличие у этого лидера высшего образования. Когда Даже мы так. говорим о человеке, который получил академическое образование, например, Биньямине Нетаньяху, и его политическом опыте мы просто видим, что он вчистую переиграл, я бы сказал, политических новичков, таких как Яир Лапида, несмотря на весь его огромный политический опыт, но недостаток образования у него все-таки сказывается. И очень человека, который сыграл страшную роль в разгроме левого блока, это лидер партии «Вода» госпожа Мирав Михаэли. У нее, кроме диплома об окончании школы, есть еще диплом об окончании курсов кройки и шитья. Вот скроили они что-то очень, скажем так, помните, была песенка «Хотел сделать козу, а получил там розового слона» или что-нибудь типа наоборот. Вот так получилось и у них. Что нужно отметить, что, во-первых, эти выборы показали, что основная масса израильского народа, израильтян, она все-таки правонастроенная. И еще один очень, такой, это даже не интересно, это тоже классический вариант. На этих выборах евреи победили израильтян. С одной стороны, это звучит, может быть, несколько странно, но мы знаем, что израильтяне – это все. Это и арабы, и друзы, и черкесы, и евреи. То есть все те, кто имеет гражданство Израиля. А евреи – это уже евреи. Извините меня, но мы в данном случае победили израильтян. В чем это выражается? Это выражается в том, что люди проголосовали за национальный характер государства. То есть за то, чтобы при всех демократических институтах, которые у нас есть, при всем при том, что все имеют совершенно одинаковые права, но мы все-таки должны помнить, что наше государство – это государство еврейского народа. Теперь к небольшой математике. Сейчас очень многие начинают говорить о том, что вот разница между левым и правым блоком была минимальной. Вы знаете, во-первых, нет. То есть если мы посмотрим даже на цифры по мандатам, которые партии получили в Кнессет, уже подвели окончательные итоги, и мы видим, что партия-победитель, то есть партия Ликуд, которая получила 31 мандат в Кнессете, и Из партия 120. Яира Лапида, из 120, и партия Яира Лапида, которая была главным конкурентом, она получила 24 мандата. Но здесь дело не только в мандатах. Почему? Потому что израильская политическая система предполагает и некоторые очень хитрые вещи. То есть все партии, которые не проходят, они добавляют свои голоса на самом деле в основном победителю. И поэтому у нас до последнего дня сохранялась интрига. Это было связано в первую очередь с ультралевой партией Мерец и с одной из арабских партий Балат. В чем сохранялась интрига? Потому что когда посчитали основную массу голосов, это примерно практически 86,6 всех голосов,
Потом остаются голоса в так называемых двойных конвертах. Это голоса тех людей, которые сидят в тюрьмах, но они тоже имеют право голосовать. Это голоса военнослужащих, которые голосуют в армии. И это голоса людей, которые ограничены, предположим, в передвижениях. Например, больные люди, люди, лежащие в больницах, люди, у которых есть проблемы с передвижением, которые живут в домах для длительного съема, для людей пожилых. Им там делали отдельные участки, и на этих отдельных участках они голосовали в так называемых двойных конвертах. Расскажи, вот пожалуйста, секундочку, что такое двойной конверт? То, что многие не знают. Что такое двойной конверт? Если обычно избиратель идет голосовать, ему дают чистый конверт, он заходит за ширму, видит, там лежит ящик с листочками всех партий, выбирает нужный ему листочек, кладет в конверт, выходит, бросает в ящик. То когда мы говорим о людях, которые либо ограничены в передвижениях, либо сидят в тюрьме, для того, чтобы не было над ними никакого давления, во-первых, на каждом таком избирательном участке находится человек, на груди у которого камера, и он снимает все, каждая минута выборов должна быть задокументирована. Если, не дай бог, нет этого фильма, то это прямое нарушение закона, которое жестко очень карается. Второе, на этом так называемом втором конверте должно быть написано, где человек проголосовал, при ком это было сделано. То есть в случае какой-то жалобы, что человек подвергся давлению, либо за него кто-то проголосовал, это будет видно. Просто считать эти конверты гораздо труднее, потому что нужно уже достать конверт из конверта, а только потом доставать листочек. Все учитывается, это все считается. Первый конверт, второй конверт, листочек. И таких конвертов примерно 600 тысяч. И считают их всегда медленно. И считают их медленно, почему? Потому что наблюдатели от всех партий должны присутствовать и смотреть в оба глаза, чтобы, не дай бог, никто не стащил листочек. Поэтому это действительно важно. И в этот раз интрига была в том, достигнет ли партия Мерец, то есть ультралевая партия, которая прошла путь от левых сионистов к левым постсионистам, а потом к партии, мягко скажем, которая вообще ушла чуть ли не на антиизраильские позиции и ратовала за создание палестинского государства и, скажем так, делала много разных нехороших вещей в нашем понимании. Делала. Да, но так как у нас демократическая страна, каждый имеет на это право, и им не хватило в общей сложности 4000 голосов. То есть на самом деле это мизер, но солдаты им голосов не дали дополнительных. Кому дали дополнительные голоса солдаты? Вот это интересно. Во-первых, они дали еще один мандат Бен-Гвиру. Да, то есть, и так как в день выборов мне пришлось очень много находиться на избирательных участках, и я спрашивал у людей, за кого вы голосовали? Может быть, вы русскоязычные, вы голосовали за партию Либермана? Мне говорили, да пошел ты, мы голосовали за Бен-Гвира. Я говорю, почему? Потому что наши дети в армии. Да, вот и это шок, потому что, как я вижу, сознание у людей меняется. Мы не голосуем за наших, мы уже более израильтяне, мы голосуем за того, кого считаем нужным. Совершенно верно. Это раз. И был, кстати, очень интересный момент, когда ко мне привели семью из Казахстана. Две женщины, то есть две сестры, муж одной из них, то есть 3 взрослых и 5 детей, которым очень интересно. Они 3 месяца в стране, и они спрашивают, за кого голосовать. Я говорю, ребята, вы что, заболели? Я не имею никакого права вам сказать, за кого голосовать. Это ваше личное право. Я могу вам сказать, за кого я голосую, на основании чего. Хотите, объясню, какие партии есть. Вы выбираете. Подбегает одна бабушка и говорит, а я тебя по телевизору видела. Вот ты скажи, за кого голосовать. Я говорю, да. Я голосую за Ликуд, а вы голосуете за кого хочешь. И мы за Ликуд. То есть, вот это, с одной стороны, стадный принцип, а с другой стороны, ставит вопрос о том, надо ли действительно давать людям, которые только приехали, еще не знают политическую систему,
давать ли им сразу право голосовать. Секундочку, вот тут я хочу тебя перебить, потому что я тебе объясню. У меня есть кое-что, тут какая-то у нас происходит несостыковка. То, что я знаю, что у нас в Израиле, да, могут голосовать люди те, кто находится в Израиле, то есть те, кто получили гражданство, репатрировались, не меньше, чем 5 месяцев. А тут 3 месяца, как-то странно. Немножко не так. Почему немножко не так? У нас есть срок до начала выборов. Этот срок, по-моему, составляет 2 месяца. И все люди, которые успели получить внутренний паспорт, туда зовут, они успели получить до этого времени, они автоматически попадают в список избирателей. То есть это не какой-то определенный срок, который постоянно 3 месяца, скажи, это именно тогда, когда объявили о выборах? Нет, это именно срок, когда люди приехали. То есть тот, кто приехал на день позже, уже не имеет права голосовать, потому что он не в списках. А тот, кто в списке, тот в списке попал и вот оказывается в ситуации, когда люди просто не знают, а что же им делать. Так вот почему товарищи из НДИ так очень сильно в конце августа встречали репатриантов. Как они их встречали с красной дорожкой, со всеми делами. Да-да-да. Запахло жареным, вот пошли. Вот запахло жареным, поэтому пытались... Кстати, голоса солдат добавили НДИ 6-й мандат. То есть смех смехом, но свой 6-й мандат они получили. И на сегодняшний день ситуация складывается такая, что правый блок имеет на 64 мандата, а левый блок имеет 51 мандат. Если мы спрашиваем, а где находятся все остальные мандаты, это, во-первых, у нас есть, скажем так, такая занимательная арифметика, то что выборов, и я подготовил для вас несколько цифр. Почему? Потому что сегодня все ищут оправдания, почему именно таким образом завершились выборы. Так вот, если мы откроем официальный сайт Центральной избирательной комиссии и смотрим, какие данные он нам предлагает, то там следующее, что всего действительных бюллетеней, то есть тех голосов, которые были поданы, было 4 280 999. Не очень, скажем так, 4 280 легче запоминать, да? Из них за Ликуд проголосовало 1 777 000 человек. Или это получилось у нас почти 23,5% от общего числа всех избирателей. Что на самом деле, скажем, очень прилично. И вот тут надо отметить одну интересную вещь, что Биньямин Нетаньяху, будучи все-таки действительно лидером и человеком, который думал об общем исходе выборов, он не нагонял голоса в свою партию, он в первую очередь поддерживал своих союзников. Каких союзников? Таких, как тот же Бен-Гвир, с которым, скажем так, Ликуд не просто не воевал, а не пытался вытащить его голоса себе. В противовес тому же Яиру Лапиду, которого сейчас назвали свиньей. Очень некошерное название, но почему свиньей? Потому что он старался съесть все в себя, то есть в свою партию, и тем самым высосал все, что было можно с партии Авода и с партии Мерец. То есть он не поддерживал своих сторонников, а именно одеяло только на себя, я, еще раз я. Только на себя вытянул, и из-за этого партия Мерец практически и не прошла. То есть это стратегическая ошибка. И вот мне кажется, эта стратегическая ошибка допущена именно тем, что у него не хватило кругозора. Кругозора, который обычно дает нормальное образование. Да, но одну секундочку, мы не обвиняем, мы высказываем свое мнение. Это конкретно личное мнение. Верно. Это не последняя инстанция, это мнение. Они могут сказать, что вот он написал, например, пьесу. Я до сегодняшнего дня каждый раз, когда выступаю, мне говорят, вот он писал пьесу. Я говорю, да, особенно я запомнил в его пьесе одну из фраз, что если ты очень устал и тебя одолевают тяжелые мысли, то выйди на улицу, найди какую-нибудь русскую, трахни ее и успокойся. Это, кстати, слова из пьесы лидера партии, которая 1,5 года все-таки в Израиле была практически правящей. Кошмар. Нужно заметить еще один интересный момент,
что у нас было два сменных премьер-министра. Это было у нас впервые такое в стране. Вместо одной канцелярии премьер-министра мы платили за две. Кстати, за то, что первый премьер-министр у нас был, скажем так, первую часть каденции, мы еще и заплатили 50 миллионов за ремонт его дома. Ну, это так, каждый устраивается как может. Ну да. Так вот, что я хотел сказать, что партия первого сменного премьер-министра ушла, то есть она исчезла, она растворилась. Можете себе представить, насколько любили нашего первого сменного премьер-министра и его партию, что партия просто растворилась. Она даже близко не подошла к избирательному порогу. Ну, как говорят, селяви. Поэтому... Дали шанс, вот, он его упустил. Следующий. Он не просто его упустил, он... Просрал. У него даже... Да. Я извиняюсь за мой французский. Вот, да. Так вот, кстати, цифры говорят о том, что в общей сумме за правый блок проголосовало 2 миллиона 62,5 тысячи избирателей. Или 48,2% от общего числа. Очень многие говорят, вот почему ты говоришь 48,2%, а сколько проголосовало за левый блок тогда? За левый блок проголосовало практически 42%. Мне говорят опять-таки, а куда делось еще 10%? А вот, ребята, 10% это все те партии, вернее, голоса тех партий, которые не сожгли, не пройдя электоральный барьер. То есть это голоса, которые, их не выбросили в мусор, они разошлись к тем партиям, которые оказались победителями. Ты говоришь про закон о ОДФИМ, о остатках? Я говорю про закон об остаточных голосах, да, то есть голоса этих партий, которые не прошли электоральный барьер, они по достаточно сложной схеме распределяются между победившими партиями. Вот именно благодаря вот этому и получается так, что пока не посчитан последний бюллетень, может измениться немножко вариант, сколько бюллетеней есть у каждой партии. Но этого как бы и ждали все остальные, как бы, да, и Бен-Гвир ждал. Вот, это дало вот один мандат еще Бен-Гвиру 15-й и добавило 6-й мандат НДИ. Теперь давайте поговорим о том, чего же нам ждать на самом деле после этих выборов. То есть уже становится понятно всем, что возглавлять новое правительство будет Биньямин Нетаньяху. Я слышу много криков о том, что надо уезжать с Израиля, сейчас наступает мракобесие, сейчас начнется непонятно что, вот пришли люди, которые там называют их разными нехорошими словами. Я хочу сказать, что, уважаемые господа, учите историю. История такая страшная штука, что если ее не учат, она обычно повторяется. Так вот, понимаете, когда мы говорим о том, что к власти пришли ультраправые, я хочу напомнить, что первый премьер-министр Израиля Бен-Гурион говорил вещи, которые сегодня ультраправые боятся сказать. Поэтому давайте не будем столь категоричными, давайте вернемся к себе домой, достанем с полки книжку, а кто не умеет читать, может открыть компьютер и набрать Бен-Гурион и его работы, и прочитать о том, что закрыть глаза от ужаса и сказать, куда же я попал. Нет, вы никуда не попали, вы просто плохо учились в школе. А сейчас есть вариант наверстать упущенное. Поэтому давайте смотреть на это следующим образом. Во-первых, вы все знаете, что 12 лет Биньямин Нетаньяху руководил государством Израиль, и это было время постоянного подъема. За последний год многое, да, напортачили. То есть, понимаете, это очень похоже на то, помните, когда Советский Союз разваливался, был такой лозунг. Комсомольцы кричали партии, партия, дай погулить. Ну, вот партия дала погулить комсомольцам. Комсомольцы быстро поняли, что командовать государством – это не носки штопать, и поэтому лучше оставаться дома. Сейчас вернулись взрослые дяди и будут наводить порядок, разгребать то, что случилось. Во-первых, начнем с того, что в израильской политике существует такое понятие, как преемственность. И то, что касается политики, международной политики, она будет продолжаться, потому что
еще не все успели испортить, и поэтому я думаю, что лидеры всех стран уважают сильных лидеров, особенно на Востоке, и возвращение Биньямина Нетаньяху сразу, ну, я бы сказал, даже просто поднимает престиж Израиля. Почему? Потому что все наши враги начали дружно кричать: это новый вызов, это нас опять обманывают. Да, ребята, вы опять приплыли. Против вас будет стоять действительно серьезный игрок, а не первоклашка. Теперь то, что касается внутреннего положения страны. Понимаете, я 30 лет живу в Израиле и вспоминаю, что самым страшным главой Министерства внутренних дел был господин Брайловский, профессор Брайловский, который представлял партию Исраэль Баалия когда-то. Он навел такие драконовские порядки в МВД, что когда после него пришел Арье Дери, все вздохнули. Почему? Потому что, ну, ребята, вы знаете, смех смехом, но это вот, я помню, это было действительно страшное время, и чего-то добиться в МВД было очень сложно. Поэтому говорить о том, что что-то изменится, в конце концов, Арье Дери вернется в свое же МВД, предположим, или получит другой пост, который он заслуживает. Многие говорят: да, он сидел в тюрьме. Окей, ребята, он сидел в тюрьме. Но опять-таки, как говорили русские пословицы, что от тюрьмы и от сумы никто не зарекается. А для того, чтобы освежить некоторым память, я скажу, например, что когда Эуд Барак, солдат номер 1 израильский, пришел к власти, то после выборов было дело так называемых амутот Барака о пропавших 150 миллионах шекелей. Ну, закрыли это дело с очень интересной формулировкой: из-за отсутствия общественного интереса. Вот вам интересно, куда делись деньги? Нет, вам не интересно. Это вам только кажется, что интересно. Поэтому, когда мы говорим, что человека судили, я могу с полной уверенностью сказать, что в нашей стране очень принято избирательное правосудие. То есть есть люди, которых можно судить, есть люди, которых нельзя судить. И я думаю, что практически все израильские адвокаты со мной согласятся, что это действительно именно так. Поэтому, когда мы говорим, что к власти придет Бен-Гвир и получит, например, Министерство внутренней безопасности, так вы знаете, я вам хочу сказать, что после заявлений полиции о том, что, например, на кражи полиция выезжать не будет, вы можете подать жалобу дигитально. Я хочу, чтобы Бен-Гвир пришел в нашу полицию. Я хочу, чтобы больше оперативных работников оказалось на улице, чтобы они действительно начали делать то, для чего они предназначены, то есть защищать граждан. Извините меня, когда разговор идет о том, чтобы защищать поселенцев или людей, которые живут за зеленой чертой, как любят говорить, я хочу сказать: ребята, опять-таки, давайте учить историю. На самом деле нет никакой зеленой черты. Когда глупые, я подчеркиваю, глупые люди, которые не учили историю, это мой конек, говорят о том, что у нас есть Иудея и Самария. Вы только вдумайтесь в понятие. Есть Иудея и Самария. Эти земли якобы оккупированы. Я хочу спросить, скажите мне, у кого мы их оккупировали? Ну да, я кстати, помню, жил в городе Кирьят-Арба. Тем более, если ты жил в городе Кирьят-Арба, ты отлично понимаешь, что если все это когда-то принадлежало Великобритании, которая командовала всем этим по мандату, который ей дала Организация Объединенных Наций. Да, у кого мы что забрали? Да, которая вовремя закончится в 1949 году провозглашением нашего государства, нашей независимости, после чего была война за независимость, и Иордания, Хашемитское королевство Иордания, в которой больше 70% населения отождествляет себя с палестинцами, захватила эти земли. Захватила, и вы думаете, 20 лет они создавали палестинское государство? Нет. Они объяснили палестинцам, что палка – это самый лучший демократизатор. И самое главное, она так хорошо затыкает рот, что не боялись поднять голову. А вот после того, как мы забрали это у Иордании, встал вопрос: как? Поднялся гвалт.
отдайте эти наши земли. Чьи наши? Кому отдать? Иордании? Или может попросить Великобританию, чтобы она опять взяла их под свой мандат? Ребята, нет. Понимаете, есть такое понятие, как закон. И если вы не понимаете, если вы хотите подменить понятие закона какими-то своими условностями, ну, извините меня. На Ближнем Востоке уважают только того, кто может отстоять свое. И мне по этому поводу всегда вспоминается история района Иерусалимского Шейх-Джарах или Шимона Цадик, когда евреи купили землю, евреи построили дома, пришли иорданцы, захватили все это дело, уничтожили тех, кого успели уничтожить. И когда освободили назад этот район, нет, это уже не ваши дома, это уже дома тех людей, которые в них заселились. Наше государство демократическое, оно очень гуманное, оно выплатило, вернее, не оно, а люди выплатили, скажем так, захватчикам компенсацию за то, чтобы они ушли. Нет, они сейчас уходить не хотят. И вот вы знаете, для решения вот таких вот вопросов, я думаю, что нам и нужен Бен-Гвир. Потому что закон, он, понимаете, он только тогда является законом, когда он соблюдается. И несмотря на то, что во всем мире закон о частной собственности хотят, извиняюсь за выражение, похерить, но я таки считаю, что этот закон является основой современного общества. А иначе мы очень быстрыми шагами скатимся к коммунизму. Причем в худшем его проявлении. Поэтому давайте успокоимся и в первую очередь посмотрим, ну скажем даже так, как говорят 100 дней милосердия. Да? Любое правительство заслуживает 100 дней милосердия. Давайте посмотрим, что сделает правительство под управлением, на мой взгляд, одного из лучших менеджеров Израиля, я имею в виду Биньямина Нетаньяху, и я больше чем уверен, что все те, кто сегодня пытается паковать чемоданы, а на моей памяти их пакуют уже раз 5, где-то так. то вы можете их спокойно распаковать и спокойно идти, продолжать работать, заниматься своим бизнесом и жить спокойно. Почему? Потому что и левые, и правые, они любят нашу страну. У них есть разные пути выражения этой любви, но они любят эту страну. Они не собираются ее делить ни с кем. И это здорово, потому что, вы знаете, когда сегодня партия Балад, партия классического израильского арабского политика Азмы Пшары, который ее создал, араб-христианин, он создал эту партию и был пойман на том, что он шпионил в пользу Ливана, он сбежал туда, партия осталась, потом у них был очень хороший депутат Гастас, который пытался у себя, пользуясь депутатской неприкосновенностью, в очень укромных местах напрятать телефонов. Мы не будем говорить, в каких местах, это не столь интересно, для того, чтобы принести их в камеры для террористов. И когда его поймали, он сказал, ну как же, это ведь законное право, каждый человек имеет право говорить. Ну да, никто не спорит. Но вот понимаете, когда вот эта партия не проходит электоральный барьер, я считаю, что это немножко очищает нашу политику. Потому что мы ни в коем случае не хотим лишить избирательных прав, либо каких-то прав арабское население Израиля. По-моему, они представлены достаточно широко. Вопрос только в том, кем они представлены. Людьми, которые хотят защищать их интересы, либо, я извиняюсь, откровенными террористами, которые ходят вместе с нашими представителями некоторых уже почивших в БОЗе партий на поминки погибшим террористам и все прочее. То есть, понимаете, демократия, она только тогда является демократией, когда она умеет себя защищать. Поэтому, уважаемые господа, давайте на этом мы закончим краткий обзор результатов этих выборов. Поздравим еще раз Биньямина Нетаньяху с тем, что он вернулся к власти. И я вам хочу сказать, что когда стаю ведет вожак, который не только силен, но еще и мудр,
то я думаю, это сохранит и немало жизней и наших солдат, и всем тем, кто хотел бы навредить нам, это заставит еще раз задуматься. Ребята, вы же знаете, с кем вы имеете дело, поэтому лучше не надо. Поэтому я хочу обратиться ко всем тем, кто сегодня пугает друг друга, а я уверен, что эти люди в основном пугают. Поэтому, знаете что, расслабьтесь, вздохните, налейте себе чего-нибудь в стакан, выпейте, спокойно идите спать и продолжайте работать. Наша страна хорошо, надежно и твердо стоит на пути. И я думаю, что, несмотря на много желающих ее с этого пути свернуть, им это не удастся. Хорошего вечера вам всем. Пока.